Всем привет, ребята! Я рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. Меня зовут Марина, и я создатель видео и бренд-маркетинг Академии. Я специалист в продающем видеоконтенте, в прогревах и продажах в Инстаграме. Итак, сегодня я буду вам рассказывать про 10 самых распространенных ошибок, которые применяют люди при съемке видеоконтента. Итак, погнали, досматривай это видео до конца. Где-то в серединке, непонятно где, я скажу тебе кодовое слово, по которому вы можете получить безоплатный практикум по самостоятельной съемке себя. Поэтому смотрите это видео, и вы обязательно его услышите. Итак, погнали. Первое. Самая распространенная ошибка, которую вы должны просто у себя в голове вот здесь вот зафиксировать, это и понять. Первое. Фото – это статика, видео – это движение. Видео всегда должно быть в движении. То есть невозможно так, что у вас будет в вашем видео кадры статичные, либо, не дай бог, вы собираетесь добавлять фотографии в ваше видео. Это недопустимо, это сразу же показывает ваш непрофессионализм. То есть всегда, когда вы снимаете ваше видео, у вас камера должна быть подвижна, то есть должно создаваться какое-то движение. Никаких фото. Вторая ошибка – это горизонтальный и вертикальный формат съемки, а точнее их неправильное совмещение. Что я имею в виду? Если вы снимаете для Инстаграма, то вы будете снимать и держать телефон вертикально, то есть у вас будет 9:16 формат для рилсов, для сторис. Если вам нужен горизонтальный формат, вы переворачиваете телефон, у вас будет горизонтальный формат. Очень большая ошибка, когда люди начинают снимать что-то в горизонте, потом они переворачивают что-то, снимают в вертикали, а потом это пытаются все совместить. И, возможно, у вас тоже была такая история, когда у вас одно видео у вас вертикальное, а потом почему-то получается второе видео горизонтальное, и по бокам у вас размытые сверху и снизу размытые рамки. Это происходит именно потому, что вы не соблюдали одинаковость форматов съемки. То есть, если вы снимаете все в вертикали, у вас должно быть все в вертикали. Если вы снимаете в горизонтали, у вас должно быть в горизонтали. Следующая ошибка новичков – это разное движение в кадре. То есть, когда вы снимаете ваше видео, все ваши движения должны быть в одном направлении. Это однонаправленность направлений. То есть, если вы снимаете все слева направо, то все ваши движения должны быть слева направо, и вверху слева направо, и снизу слева направо. То есть не может быть такого, что вы решили, что вы снимаете здесь слева направо, а потом вы справа налево, а потом вы это совмещаете на монтаже, и у человека просто вообще эррор, и у него непонимание вообще, что ему некомфортно, почему глазу неприятно, почему прям, знаете, вот такое вот, непонятное ощущение, что-то не так, когда вот это вот разное направление у человека мозг не воспринимает, поэтому вы должны соблюдать всегда направленность одного ваших кадров, ваших движений. Следующая ошибка – это нет понимания, отсутствие понимания вообще, что вы будете снимать, отсутствие мудборда, отсутствие раскадровки. Ни один видеограф профессиональный не начинает снимать видео без раскадровки, без понимания. То есть сначала ваше видео должно сложиться у вас в голове, а потом оно появляется у вас в телефоне. Даже если вы просто блогер, просто эксперт, просто лайфстайл, просто поехали в какое-то путешествие, например, вы едете в Париж, и вы просто с открытым ртом, знаете, как все туристы, вот так вот снимаете, а потом смотрите на этих эстетические видео, да, из Парижа и думаете, блин, как они так получаются вот красиво. Это все получается потому, что у других людей, потому что они продумывают контент. Каждый раз, когда я еду в какое-то путешествие, либо я куда-то иду, я продумываю, что я буду там снимать, какой видеоконтент мне нужно там снять, то есть рассказываю вам историю. Сейчас я вернулась в путешествие с Бангкока, и для того, чтобы мне создать там что-то интересное, да, я первый раз туда буду ехать, и для того, чтобы мне создать что-то интересное, какие-то видео, я сначала просидела, выделила время для того, чтобы создала заметку «Бангкок», контент в Бангкоке, то, что мне нужно снять. И мы поехали с девочками, и я так, прикольно было бы снять вот такой вот интересный рилс, там, например, да, где мы там скачем, прыгаем, и вот это вот, знаете, видео, когда ты сначала в одном месте, а потом ты во втором месте. Вот прикольно было бы снять такую единицу контента. Ага, записала. Дальше, следующий момент. Прикольно было бы что-то снять такое прям мудовое видео, чтобы передать прям Бангкок. И я пошла, насмотрелась
референсов разных, как снимают Бангкок, что там интересного, на что мне обратить внимание, что мне нужно замечать, потому что наш глаз, он замыленный, мы не видим, знаете, мы не обращаем внимания на обычные, обыденные вещи, а каждый день вокруг нас что-то происходит, вода течет, машины ездят, да, что-то кто-то кушает, и какой-то происходит мут, прям, знаете, колоритный вокруг вас, но вы этого не замечаете, а когда вы целенаправленно прям вот обращаете свое внимание, ага, прикольно, если я поеду в Париж, там вот эти вот багет ломается, круассан в кофе макается, что-то там, да, какую одежду я должен выбирать, во что я должен быть одет, какие должны быть какие-то реквизиты у меня дополнительные, то есть это все продумывается заранее. Я вам, возможно, сейчас открою, возможно, для кого-то открыла Америку, возможно, для кого-то не открыла Америку, возможно, кто-то уже так и делает, напишите в комментариях, вы большой молодец тогда, вот, но если кто-то этого не делает, продумывайте ваш контент заранее, неважно вообще, куда вы идете, хоть в зоопарк вы с детьми идете, продумайте и посмотрите, как интересно снять контент. Ошибка главная новичков в том, что вы хотите супер классно, но вы не продумываете наперед, и вы не составляете план себе, что вы хотите. Это очень важный момент. Следующая ошибка, 4, это тряска рук. Тряска рук это самая, наверное, распространенная, потому что руки трусятся у всех новичков, и я вам открою большой секрет, руки трусятся даже у профессионалов, потому что это нормально, мы люди, это наше, естественное человеческое какое-то состояние, да, вот, и некоторые новички даже боятся держать телефон. Что я вам хочу порекомендовать и посоветовать? Во-первых, ваш телефон – это продолжение вашей руки, то есть не бойтесь вашего телефона, то есть вы должны его очень уверенно держать, и когда вы включаете камеру, у вас не должно быть вот такого вот, не дай бог, мандража, что что-то пойдет не так, то есть уверенность в руке, уверенность и отсутствие тряски в вашем кадре – это достаточно большое количество практики должно быть у вас для того, чтобы вы, не трусились руки, потому что все кадры с тряской, они просто выбрасываются, и они недопустимы в вашем видео. Из этой же ошибки, 5-я ошибка, которая вытекает, это дергание кадров. Знаете, некоторым новичкам очень сильно хочется, знаете, быть супер крутым видеографом, когда они разные вот эти вот движения делают, вот здесь повернуть, вот здесь развернуть, и так, и сделаю, но потом это получается такой просто кошмар, когда у вас дерганые кадры, когда просто, знаете, когда подташнивает прямо от этого видео. И это очень распространено, потому что вы еще недостаточно наработали знаний и навыков именно вот плавных кадров, и вот эти вот дергания, они не очень эстетично смотрятся, не очень красиво. Мой совет и моя рекомендация, когда вы обучаетесь, либо когда вы учитесь, попробуйте сначала снимать просто даже без движения, то есть плавно чуть-чуть водить вашим телефоном, просто снимая кадры с разных ракурсов и с разных планов, используя формулу создания сюжета. Если вы не знаете, что такое формула создания сюжета, я вам рекомендую записаться на мое обучение, потому что я об этом все рассказываю в своей академии. Вот, но если вы вот прям хотите попробовать, то попробуйте сначала просто без никаких лишних телодвижений. 6-я ошибка – это отсутствие креативной техники съемки. То есть я снимаю так, как я вижу. Большинство людей, когда включают камеру, берут телефон вот так. То есть они снимают вот все как обычно, как вижу, мои глаза видят прямо, значит я буду тоже телефоном снимать прямо. Это большая ошибка, потому что все видео, которые вы смотрите, которые интересно, залипательно смотреть, медленная съемка, макрокадры, кадры с высоты птичьего полета, кадры какие-нибудь в подводной съемке, их интересно смотреть, потому что это непривычно нашему глазу, потому что мы привыкли, наш глаз привык видеть в одной плоскости, в одном плане, то есть если я вижу сейчас вас, то я вижу, и вы смотрите на меня в одном плане, в одном ракурсе, понимаете? То есть вы не делаете, например, когда вы хотите увидеть что-то снизу, там как наливается вода, вы не наклоняете голову и не смотрите, то есть вы смотрите вот всегда в одном плане, а телефон вы можете повернуть и развернуть так, как вам хочется, вообще в труднодоступные места его засунуть, именно поэтому очень интересно, знаете, поставить параллельно, снять, как капают капли, когда наливается
вода перевернуть телефон, волны, когда красиво идут на ваш телефон, интересно это снять, именно перевернуть телефон и снять снизу, как волна прям накатывается на вашу камеру. Используйте креативную технику создания съемки для того, чтобы ваши кадры были интересны. 7-я ошибка. Это плохой свет. Это такая же история, как и с тряской рук. То есть тряска рук и плохой свет, либо переэкспонированные кадры. Что такое экспозиция? Это количество света в вашем кадре. Когда его очень много или недостаточно много, когда плохой свет, этот кадр считается плохим, и он в видео не может войти. Смотрите, пожалуйста, на ваше видео с такой критичной точки зрения. Смотрите не так, как, знаете, не с позиции, что, блин, какой я молодец, просто снял такое видео. Конечно, все молодцы, безусловно, но я хочу, чтобы вы смотрели с позиции немножко критики, потому что контента в Инстаграме, в ТикТоке, в YouTube шортсах достаточно большое количество, и люди оценивают ваши видео с точки зрения предыдущего опыта, с точки зрения того, какие видео они уже видели. Поэтому, если ваше видео не конкурентно, если ваше видео в качестве просто проседает в качестве, я сейчас не говорю ни за какой интерес, ни за удержание внимания, ни за захват, ни за музыку, ни за какие-то классные кадры, я сейчас говорю просто за элементарное, за качество, за свет, вашем видео. Если в этом уже ваше видео проигрывает, то с вероятностью с очень маленькой человек досмотрит ваше видео. Очень важно свет. Свет вы должны уметь работать и с искусственным освещением, и с естественным освещением, и должны, знаете, подстраиваться под разные ситуации и уметь находить вот красивую картинку абсолютно в любом свете. 8-я ошибка, которая применяет также очень большинство людей, это наличие и присутствие лишних кадров в вашем видео. То есть вы забываете, обращайте внимание всегда, что вы и сценарист, и режиссер, и оператор, и иногда даже актер в вашем кадре. Вы должны учитывать, чтобы ничто в ваш кадр не попадало лишнее. Видео — это не фотография. В фотографию вы можете этот лишний кадр убрать, а в видео вы это не сделаете. Либо сделаете очень сложными усилиями, наложениями и там вырезанием чего-то. Зачем это? Нужно, если вы можете прям создать уже изначально исходник супер классный. То есть вы должны, когда вы снимаете себя, либо вы снимаете, например, кого-то, вы должны просто вот так сечь и, учитывать все моменты. То есть если сзади вас где-то там какой-то мусорный зеленый бак, а вы снимаете модель, куда это годится? То есть вы должны учитывать, что вы должны так как-то брать, чтобы этого мусорного бака не было видно. Еще очень важно, чтобы, когда вы снимаете, например, вы снимаете, к примеру, там фуд-видео, да, свой завтрак, к примеру, и у вас там какая-то там грязная тряпка лежит, например, либо какая-то, знаете, там использованная, там, я не знаю, упаковка от масла, и она, некрасиво вообще смотрится в кадре, то ее нужно убрать. То есть вы эти моменты должны, прям вот запоминать и прям видеть их. Понятное дело, что это может, знаете, казаться сложным первое время, да, когда у вас глаз еще не наметан, но чем больше вы будете снимать, и я ребят своих в академию обучаю, и чем больше ребята снимают, уже после 1-2 практикума вот эта вот история уходит с ненужными предметами, с лишними, либо когда они забывают что-то на своих кадрах. 9-я ошибка. Одна из тоже самых таких распространенных, которые делают начинающие эксперты, блогеры, видеографы, это не протертая камера. Камеру вашего телефона вы должны протирать абсолютно всегда, как только вы включаете вашу камеру. Даже если вы просто положили вот так вот на стол, либо где-то взяли вот так вот ручкой, уже здесь образовалось какое-то пятно, уже какие-то здесь ворсинки, пылинки, и все, кадр уже не чистый. Просто вы должны взять за привычку. Каждый раз, когда вы собираетесь включать камеру вашего телефона, вы ее протираете. Вы можете протирать ее майкой, купальником, соседом, вы можете протирать чем угодно, но она должна быть чистая. И 10-я, точнее, да, уже это у нас 10-я ошибка, которую применяют, это отсутствие реквизита и интересных вещей в кадре. Что это значит? В большинстве, когда вы только начинаете снимать видео, вы это делаете скучно. Что я имею в виду? Обратите внимание на рекламные видео, на рекламные ролики, либо на коммерческие ролики, как снимают бренды. У них очень много
деталей в кадре. Композиционных, если это предметное видео, если это предметная съемка, то есть разные детали, разные реквизиты применяются, даже если вы просто вот опять же таки снимаете свой, например, завтрак у себя на кухне, и вы знаете, как делаете, ставите стул, стол, печатную машинку, то есть вот тарелка, вот салат, вот помидоры, нарезал, выкинул, все. Сделайте красивую композицию, то есть положите, чтобы рядышком красиво помидорки лежали, какую-то веточку зелени, поставьте там какие-то специи, чтобы у вас были, там красивая дощечка, то есть чтобы у вас красивая композиция была, и тогда снимайте. Видео интересное и наполненное, насыщенное, ну и которое интересно смотреть, это которое наполнено разными деталями, которое хочется рассматривать каждый раз. Когда вы снимаете, например, модель, у вас модель, делайте ей разные акценты на нее, аксессуары, там, я не знаю, прическа, макияж, какие-то детали, пояс, что-то она шляпу одела, здесь она шляпу сняла, бросила, какое-то движение постоянно в кадре есть, с какими-то интересными моментами и взаимодействие с предметами. Это всегда интересно смотреть. То есть, когда у вас нету этого, либо когда у вас, например, просто все скучно, просто однотипно, ну, все понятно, ясно, а нашему мозгу очень интересно рассматривать все, поэтому вот эта вот наполненность и насыщенность визуальная, то есть первое это насыщенность, наполненность в динамике, это когда вы делаете разные движения, и в картинке насыщенность, наполненность, когда у вас разные детали, разные реквизиты, это очень важно. Я надеюсь, вам было полезно. Кодовое слово, давайте мы придумаем кодовое слово, и это будет слово розетка. Вы пишите слово розетка, подписывайтесь на мой инстаграм, если вы еще не подписаны, мне будет очень приятно, пишите мне в инстаграм кодовое слово в директ розетка, и я вам пришлю практикум по самостоятельной съемке себя, где я рассказываю все абсолютно про формулу создания сюжета, где я рассказываю, как повернуть, развернуть телефон, как снимать с разных ракурсов, как избежать тряски рук, как выстроить тот самый свет. То есть я рассказываю все, чтобы этих ошибок, про которые я сказала, вы не допускали и создали свое самое классное, крутое, первое, возможно, не первое видео. Я надеюсь, вам было полезно. Пишите, пожалуйста, комментарии, пишите, пожалуйста, задавайте вопросы, если вам что-то непонятно. Лайк, подписка, я вас обняла, до новых встреч!